Привет, друг, с тобой Глебовский. Это необычный в своем роде выпуск, потому что я его записываю за пределами своего родного дома. Я его записываю в Санкт-Петербурге. Я здесь в связи с событием, которое называется «Точка профи», которое я выиграл в части. Для меня это оказалось такой первой поездкой в моей жизни, самостоятельной. И первая за последние 5 лет поездка в целом, что я давно не путешествовал. Тем более, что самостоятельно. Могу сказать, пускай на примере первого дня, что Санкт-Петербург, конечно, преобразился спустя 9 лет после того, как я там был в прошлый раз. То есть давно было. Но могу сказать, что моя жизнь, конечно же, меняется. По-моему, даже стремительно. У меня уже в октябре начнется уже полноценная работа, обещает быть. Потому что я трудоустроился. Вот. И, видите, вот поездка в Питер сложилась. Что ж, я вернулся, и давайте тогда, собственно, поделюсь с вами моими планами на канал. Что ж, это будет условный прогноз, но все-таки не исключено, что из этого я что-то да сделаю. Смотрите, в моих планах в идеале, конечно же, сделать возвращение, пускай небольшое, в Архивидеос. Да, 100 лет мы его не видели, ну или, по крайней мере, на данный момент его не видели. Не знаю, появится он или нет, но я планирую посвятить Архивидеосу мою как раз-таки поездку в Питер и точка профи. Это есть что мероприятие, в котором я принимал участие как участник. Сделать, наверное, несколько выпусков по дням. Так будет удобнее. Санкт-Петербург у меня. Помимо этого, я рассматриваю взяться, попробовать адаптировать мое Twitch прохождение под Gamerstab формат. Я имею в виду Space Marine 2. Также насчет Space Marine 2 у меня вообще планы попробовать к нему вернуться, чтобы пройти как минимум вот эти 6 доп-квестов, но я еще над этим думаю пока. Тем более, что на днях выяснилось, что должна скоро выйти третье дополнение к Atomic Heart. Я его ждал вообще-то. То есть первые 2 дополнения я проходил сейчас на канале. Теперь должно быть третье DLC на канале. Впрочем, посмотрим. Должно выйти у меня также, по идее, 2 альбома музыкальных. Один и еще новый по Вахе, то есть это уже будет 4-й по Вархаммеру Мюзаунд альбом. И, наверное, сделал отдельный такой альбом в честь точки профи. Как минимум я должен его проработать как-то в ВК, ВКонтакте. Тогда и появляются у меня альбомы, как правило. Потом я уже и делаю рецензии на YouTube-канале, по традиции. Что еще могу сказать насчет рубрик? Ну, пока только такие вот прогнозы. Я просто еще рассказываю, потому что у меня уже ряд вот таких идей появляется, и я не мог не рассказать и не посвятить ее в Глебсблоге. Ну, если коротко насчет поездки, давайте скажу так, что поездка выдалась для меня замечательной. Это была моя первая в жизни самостоятельная поездка. То есть я впервые сам куда-то поехал и сам что-то делал. Пускай в коллективе, но самостоятельно. Но все подробности я хочу оставить на Архивидеос. В идеале я хочу так сделать. Я не раз подмечал у себя тему счастья.
что на канале, что либо еще. Мы часто запрашиваем в себя по привычке какие-то определенные параметры, требования, вольно-невольно, но себя как бы настраиваем на какой-то определенный сценарий жизни. Но порой стоит как бы где-то поддаться времени, чтобы оно показало тебе, как лучше провести время действительно. Ведь как раз сюрприз жизни заключается именно в том, что мы немного ждем от нее. Мы просто, в свою очередь, притворяем на месте то, что мы желаем. Вот. Особенно, когда речь идет о совместных с человеком путешествиях, каких-то походах. Мы часто поддаемся по привычке своим каким-то фикциям, привычкам, устоям. Иногда стоит именно чтобы быть проще. Уметь быть в моменте, потому что это тоже как искусство жизни. А за один раз мы не сможем прям избавиться от своих вот этих каких-то привычек, устоев в голове. Это постоянная практика. Всю жизнь человек должен прививать себе вот это чувство независимости от определенных формальностей, ментальных каких-то предрассудков, каких-то суеверий. Надо уметь не строить больших каких-то глубоких ожиданий и постоянно разочаровываться, если хоть одно из этих ожиданий не выполнено. Да. Иначе ты рискуешь быть настолько несчастным, и ты это, по сути, сам себе же и сделаешь, ты сам себе палку в колеса ставишь. Да, Надо и уметь радоваться тому, что тебе есть. да, это как бы не просто знанием должно достигаться за один раз, а постепенно, день за днем, как часть общей этой духовной практики. Не значит, что человек должен быть всю жизнь каким-то отреченным философом, аскетом. Он может быть обычным человеком, но просто чаще стараться прибегать к каким-то, может быть, если это можно назвать, конечно, как-то усилиями воли, чувств, характера, чтобы притворять в действие свое внутреннее вот это стержень жизни, который включает в себя и доверие времени, стараться при этом не, как я сказал, уже не поддаваться каким-то соблазнам, ожиданиям. Вот я как раз себя на этом, как ни странно, ловлю себя в отношении Питера. Потому что у меня много раз было в жизни, вот я чего-то реально ждал, поездки. Вот та же Германия в 2019 году. Может быть, это связано с недосыпом где-то было, все такое со стрессом просто, но скорее это больше связано было с тем, что я себя накручивал в плане ожиданий, и моя поездка пошла чуть ли не под откос. Да, я оставил приятные воспоминания для себя на фотографии, все такое, но чувствую себя подавленно. И дело не только в недосыпе. Да, конечно, такие вот факторы, они усложняют тему, так сказать, тему реализации своего стержня, но все равно в конечном итоге будет все зависеть от самого человека, его жизни. Вот. И как раз что хотел сказать по поводу Питера. Вот. Я тоже опасаюсь, как бы это вот не случилось. Чтобы поездка у меня не случалась на уровне вот подсознательного, что ой, не то, ой, не это, я ожидал чего-то другого. Ты можешь даже не говорить это про себя и даже где-то не думать, но чувственно у тебя может быть вот это навязчивая вот эта натуга, которая будет портить тебе впечатление. И важно уметь себя к таким большим событиям настраиваться предельно нейтрально, многого не ожидать. И как это должно быть постепенно, последовательно. Человек — это адаптивное существо, а значит, человек должен себя постепенно к чему-то приводить. Это как с таблетками, как со спортом. Дозированно, постепенно. Все сразу не бывает в нашей жизни. Это практически совсем все можно. В общем, если немножко абстрагироваться от моих вот этих дум, то в общем в целом я говорю о том, что да, в жизни надо уметь радоваться тому, что есть, а чтобы нам именно удавалось получать максимум кайфа, удовольствия, важно себя лишний раз не накручивать каким-то сценарием или ожиданиями. Довериться неизвестности, то есть чувственно, так, подсознательно. Как будто ты лишний раз не включаешь в себя какие-то изображения ассоциативные, да, что ты там едешь в поезде, кого-то видишь. Да, стараться лишний раз не прибегать к этим как бы воображениям, а стараться, просто стараться немножко минимизировать вот эти представления. Какую бы мы интригу не испытывали перед идущими какими-то событиями, переменами жизни, приятными. Главное
здесь и сейчас быть при этом. Иначе можем настолько довериться событию, что оно может не случиться, а потом почувствовать какое-то сожаление, что мы слишком сильно доверяли тому, что не случилось. Да. Жизнь целиком состоит из вот этих вот случаев родных. Не знаю, у меня как-то получается ожидать что-то радостное, прям вот ожидать, что там будет. При этом, если это не сбывается, меня никогда это не разочаровывал. Прям сильно, очень, не до фрустрации. С другой стороны, когда говорить про преподавателя, который у меня по социологии есть, а у меня от него не было никаких ожиданий, и наоборот, разочаровалась. Ну, есть такое. Вот. Для меня это как поездка, которая знаменует перемены в жизни. Что вот у меня будет работа, у меня будет актив в жизни, все такое. Ну, все такое. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока.